Алиса, стоп. Вечер добрый. Надеюсь, меня слышно и видно. Меня зовут Егор. Сегодня пятница. 6 часов, как обычно. Мы с вами в эфире. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Я программист, немного менеджер, немного предприниматель, немного даже инвестор. Можно спрашивать меня об архитектуре программных систем, о управленческих ситуациях, ну и, наверное, о карьере. Будем пытаться вас развлекать ответами и приносить какую-то пользу. Вопрос первый. Как думаешь, что изменится в GitHub после ухода гендиректора Томаса Домке? Убьет ли Microsoft GitHub какими-нибудь новыми правилами? Думаю, что не убьет. Я не думаю, что в компаниях такого размера гендиректор является лицом, принимающим решения. Я думаю, что эти позиции в основном представительские. В основном это, не зиц-председатели, конечно, это не, в определенной степени это они и есть. Решения принимаются не из одной точки в таких компаниях. Решения принимаются либо толпой, которая под этими людьми в управленческой иерархии, либо теми людьми, которые владеют акциями компании. Этот же Домке, он же не владелец GitHub, он нанятый на зарплату человек, которому платили ежемесячно или ежедвухнедельно, как в Америке, какие-то деньги за то, что он выполнял свои функции. Но он не тот человек, который... Не он конкретно, не он лично, а человек в этой позиции. Не тот, который способен и хочет менять ситуацию. А конкретно насчет GitHub, я думаю, что GitHub в принципе такая технически, как мне кажется, не супер стабильная, не супер устойчивая система. Мне по долгу своих проектов часто приходится сталкиваться с GitHub API, через который можно получить данные о репозитории и отправить какие-то данные в эти репозитории. Такого ненадежного API я еще не встречал. Каждый день 500-е ошибки десятками, в десятках, не в единицах, а в десятках. 500-е, это значит, что на сервере какие-то проблемы. Причем нагрузку даем туда крайне небольшую. И он реагирует 500. Это на меня он реагирует 500, на наши задачи. Каждый день, ежедневно. Представьте, что происходит в масштабе всех клиентов, которые к нему обращаются. Значит, у них десятки тысяч ошибок ежедневно или сотни тысяч ошибок в логах ежедневно уже в течение нескольких лет. И ничего не меняется, не исправляются они. Их не становится меньше. Но это говорит о чем? О очень низком качестве продукта. Внутреннем качестве, то, как он устроен изнутри. Внешне он работает, он отвечает на запросы, но он достаточно часто и уходит в даунтайм. Каждые несколько месяцев мы сталкиваемся с ситуацией, что на пару минут, на пару, может быть, часов не так часто, но на пару минут, на десятки минут туда невозможно добраться. Что станет дальше, что может измениться в худшую сторону? Может быть, они начнут навешивать лишний интерфейс. Например, интеграция с Microsoft Office или интеграция с Jira появится в GitHub, или интеграция с какими-то еще дикими корпоративными системами, которые категорически не подходят под open source разработку. Может быть, они начнут туда это вклеивать и пытаться усилить его. Но позиция GitHub настолько мощна на рынке, он настолько доминирует, что представить себе, что сейчас кто-то сможет забрать оттуда аудиторию open source разработчиков, и не только open source, и перевести их на другую платформу, думаю, что это почти невозможно. Хотя Microsoft умеет убивать проекты. Skype когда-то тоже был центральной платформой, и мы не знали ничего другого. Сейчас сами знаете, где Skype. Microsoft вообще корпорация, про которую отдельное видео нужно снимать. Как мне кажется, с технической точки зрения, это самое худшее, что можно иметь на рынке в настоящий момент.
Дальше. Ты рассказывал, что живешь на съемной квартире, это меня спрашивают. Хотя есть возможность купить свою. Предпочитаешь ли жить налегке? Или как относишься к выбору места жительства? Я, в принципе, за то, чтобы жить в съемных квартирах. Один недостаток у этого подхода есть – это качество самого жилья. Не всегда можно найти в съем то, что вам нравится, то, где вы хотели бы жить. И дело не только в деньгах. Можно иметь достаточно денег и все равно не найти тот дизайн, тот ремонт, который вам нравится. Очень часто это будет после кого-то уже ремонт. Но приходится этим довольствоваться. Я за то, чтобы снимать квартиры, в принципе, а не иметь их в собственности. Дальше. На работе приходится ждать по несколько дней, пока мой pull request посмотрят. Как должен быть организован процесс код-ревью в команде? Должен ли каждый ревьюить каждого, или это должен делать один техлид? Несколько дней на каждый pull request – это немного. У нас уходит, бывает, по неделе, а то и чуть больше на pull request, на некоторые pull request. Длинное ревью мне не кажется проблемой совершенно. Если вы, конечно, не работаете над задачами последовательно, и завершив одну задачу, вам приходится ждать сборки, мерджа, чтобы приступить к следующей. Но тогда вы просто неправильно организовали работу. У вас должно быть в работе несколько задач одновременно, а может быть несколько десятков задач или тикетов одновременно, бранчей, веток разработки. И каждая из них должна быть небольшая и в идеале изолированная от предыдущих или параллельных веток. Тогда вы исправили код, отправили на ревью и забыли о нем. Занимайтесь другой веткой. Отправили ее на ревью и забыли. Занимаетесь третьей веткой. И какая вам разница, с какой скоростью будет проходить ревью? Чем ревью длиннее, чем оно тщательнее, чем оно делается более вдумчиво и подробно, тем лучше же для проекта. Так что не напрягайтесь насчет нескольких дней. Наши цифры другие. А как должен быть ревью организован? Я думаю, что... у нас, скажу, как организован. Мы делаем одно ревью случайного человека из команды, а второе ревью делается архитектором, тем, кто отвечает за весь проект. Все ревью вешать сразу на архитектора, это будет некомфортно и нерационально, и, главное, неэффективно. Архитектор не сможет посмотреть все детали, так как это должен сделать, так как это должно быть в каждом ревью сделано. Сначала приходит pull request, если, допустим, я архитектор, я выбираю кого-то случайного из команды, кто, мне кажется, больше подходит под этот код, и назначаю на код-ревью. Он его ревьюет, и потом автор pull request, когда там ревью закончено, пишет мне и говорит: архитектор, посмотри, я уже готов, пожалуйста, примите этот pull request. Если я вижу, что недостаточно ревью было сделано, если я не доверяю мнению первого ревьювера, я назначаю еще одного ревьювера, пока не соберу достаточно мнений, пока я не увижу, что это посмотрело несколько глаз. И после этого я уже принимаю решение. Зачастую я принимаю решение дальше быстро. У меня уходит буквально пару минут по диагонали посмотреть на код и сказать: да, мне это подходит. Потому что технический лидер, как вы говорите, или архитектор должен за день в среднего размера проекте принимать несколько десятков pull-реквестов, а то и, может быть, 30-40 pull-реквестов должно к нему приходить за день. Он, конечно, не сможет это все проанализировать самостоятельно. Дальше. Как называется ваша должность в Huawei? За какие результаты вы отвечаете? Тим-лидер у меня называется должность. За какие результаты? За R&D результаты. У нас же R&D подразделение. Мы исследуем, ищем новое, пытаемся создать то, чего никто никогда не создавал. И если у нас получается, вот это и есть результат. Если то, что мы придумали, в итоге находит отклик внутри корпорации, а в идеале и снаружи, может быть, в академической среде, может быть, и среди клиентов, то это и есть результат. Как у любого R&D подразделения. Мы напрямую не работаем с внедрениями продуктов прямо к заказчику. У нас нет какого-то решения продуктового, за который бы я отвечал и мог бы сказать: я отвечаю за, например, стабильность такого-то модуля в Huawei Cloud, например. Это занимается китайская сторона. А мы занимаемся тем, что в потенциале может пойти в продакшн.
Дальше. Какие у вас дальнейшие планы? Может, в проектах, может, в жизни вообще? Ну, главный наш план – это сделать EOLang, язык программирования, о котором вы наверняка слышали. Если нет, то я дам ссылку под видео. И мы хотим, чтобы этот язык, пускай в экспериментальном варианте, пускай не в production ready, но показал, как можно объектно-ориентированную программу запускать с той же скоростью, а то и быстрее, чем это может Java. Это наша главная амбиция. Если вы напишете на Java программу, в которой вы будете интенсивно использовать объектно-ориентированные инструменты, наследование, полиморфизм и все остальное, то ваша программа будет работать медленно. Таковы реалии сейчас в мире Java и в мире C++, и еще хуже ситуация. Java еще как-то оптимизирует объектно-ориентированный код, но C++ его крайне плохо с ним работает. Если вы напишете все экстремально объектно, если у вас будет много объектов, на каждую мини-мини процедурку, на каждую мини-ситуацию вы будете иметь свой объект, вы будете интенсивно использовать абстракции, то запустив такую программу, вы получите скорость куда ниже, чем аналогичная программа, написанная без использования абстракций. Причем разница будет в разы. Не десятки процентов, а в десятки раз, в сотни даже раз иногда. Мы предполагаем, что можно сделать такой язык программирования, на котором, написав программу с интенсивным использованием объектов, таким же интенсивным, как на Java, и сравнив потом скорость работы, вы увидите, что на нашем языке получается скорость выше, чем на Java. И мы к этому приближаемся. Но это требует, конечно, не одного месяца работы и рук. И нам нужна помощь. Если у кого-то из вас есть интерес к такого рода задачам, то напишите, у нас есть в Телеграме группа, где мы обсуждаем наш язык программирования. Напишите туда, скажите, что у вас есть время, час-два в неделю, потратьте на такой проект. Параллельно с тем, что вы делаете на работе. Вы пишете банковскую систему, делаете формочки, за это вам платят. Хорошо. Но параллельно с этим имейте проект, который потенциально может стать чем-то новым в индустрии, в науке. Потратьте на него пару часов в неделю и увидите, как через полгода, через год у вас появится интересное хобби. Вам начнет нравиться программировать. Вы начнете получать удовольствие от профессии. Дальше. Вы сторонник sustainable развития в широком смысле? Или это просто мода и важнее здесь и сейчас, так как жизнь коротка? Я думаю, что одновременно важнее здесь и сейчас и важнее sustainable. Это должно быть одно и то же. Вы должны здесь и сейчас делать то, что доставляет вам удовольствие. А доставляет вам удовольствие делать что-то sustainable. Но это такой должен произойти матч между вашим желанием, между вашими естественными потребностями и сиюминутной потребностью жизни, объективной реальности. Так что я не стараюсь выбирать sustainable развитие и не обращать внимания на здесь и сейчас. Мне каждый день хочется делать то, что одновременно является и sustainable в большой перспективе. Нужно искать такой симбиоз. Если случается, то вот и счастье ваше. Дальше. Какими навыками должен обладать хороший product owner? Все, с кем я работал, производили впечатление безграмотных людей, падких на любые тренды. Как они вообще определяют, что важно для продукта? Они, это продакт-онеры. Я думаю, что продакт-онер должен быть в какой-то степени, наверное, таким социопатом или, может быть, даже психопатом в определенной степени. Он должен быть сконцентрирован, так болезненно сконцентрирован на своем продукте. Он должен связывать свою жизнь в определенном смысле с этим продуктом. Стив Джобс, наверное, это такой яркий представитель хорошего продакт-онера. Хотя, конечно, мы не знаем о нем, его реальной персоналити, мы не знаем, какой он был на самом деле. Но из того, что пишут и из того, что я слышал,
выглядит это так, как человек, который был obsessed, или как это сказать, obsessed, в общем, не знаю, как перевести, obsessed своим продуктом. Ему было не все равно, ему было важно, чтобы этот продукт был таким, как он его видит. А какие качества для этого нужны? Это, наверное, некий талант все-таки, как у художника, как у режиссера, как у писателя. Он должен видеть картину целиком, он должен ее осязать, он должен ее уметь визуализировать в своем сознании. Должен представлять, что это будет, как режиссер представляет кино, когда никто еще не понимает, что это будет, ни оператор, ни актеры толком не знают, что в итоге склеится, но режиссер видит все целиком. Так Product Owner, он должен видеть все целиком с точки зрения функциональности. И у него должен быть напарник, это архитектор, который видит все целиком с технической точки зрения. Вот они вдвоем и строят решение. Product Owner должен любить тот продукт. Конечно, трудно иметь Product Owner, который нанят на зарплату и каждый вечер листает сайт с объявлениями о работе. Ему, конечно, будет все равно, какие там фичи, и какие там тренды, и он будет просто из вашего проекта делать Франкенштейна, приклеивать туда что угодно, совершенно не заботясь о перспективах, потому что это не его, ему не важно, какой будет продукт. Те, кто нанимают Product Owner, должны позаботиться о том, чтобы ему было не безразлично, чтобы это был, пускай на несколько лет или на несколько месяцев, продукт его жизни, чтобы это был его фильм, его книга, его картина, его продукт. Но как это сделать при работе на зарплату, я не представляю. А еще если это большая корпорация, компания, где десятки подразделений, и человек чувствует свою, естественно чувствует свою никчемность в большой иерархии, то, конечно, заставить его или убедить его в том, что он должен 2 года жизни отдать за этот продукт, он должен быть каким-то социопатом, психопатом, который поверит в это бездумно, понимая, что это не его продукт, не его прибыль. Его все равно потом разрушат, потому что он в итоге уволится, придут новые люди и вставят туда те фичи и тот функционал, который туда не нужен. Вот тот же GitHub, вот вам пример. Когда-то его делали люди-энтузиасты 15 лет назад. Потом пришел Microsoft и сделал следующие шаги уже поверх. Добавил туда эти discussions безумные, например. Идут в сторону, может быть, не изуродовал, но сделал не то, что хотели. Это точно. Discussions, например, совершенно уродливая фича, которая, кажется мне, что должна быть оттуда удалена в итоге. Ее вставили. И таких фич много. Там много в GitHub того, что можно было бы не делать. Что сейчас об этом думают продакт-онеры? И что думают новые продакт-онеры, приходящие в GitHub? Взяли бы вас, например, или меня в GitHub и сказали: ты теперь продакт-онер. Я знаю, что было до этого, как туда добавлялись фичи. Я знаю, что будет после меня, когда я уйду оттуда. А я же уйду оттуда. Это же не пожизненный employment. Меня берут на несколько лет, потом мне предложат новую работу за большие деньги. Вот вам ресерчеры из OpenAI, Meta, их перекупают, кому-то больше денег, кому-то меньше. И они ходят между компаниями. Как им оставаться в одной компании, будучи продакт-онером? Невозможно или крайне сложно. Нужно быть больным немного. Нужно уверовать на короткий промежуток времени в этого бога. А через полгода в нового. Дальше. Если бы вы вступили в должность педагога, доп. Образования в школу, и мне бы дали возможность придумать название программы обучения, чему бы вы учили детей. Я бы, наверное, учил их наверное, учил бы пользоваться программами и понимать, какая программа хорошо сделана, какая программа плохо сделана.
Учил бы, что такое хорошо, что такое плохо. Кодить они научатся позже. Математику им расскажут другие. Физики и химии их тоже обучат. Но вот ощущению того, что в компьютере выглядит хорошо, а что плохо, почему Windows это плохо, а macOS это лучше, почему такой дизайн лучше, чем такой, почему такой интерфейс у программы удобен нам, а такой неудобен, вот я бы пытался этому учить. Сначала, может быть, на больших примерах, на примерах окошек, кнопочек, стрелочек, мышек. Потом бы поглубже. Давайте посмотрим на интерфейс какой-нибудь command line тулзы или на интерфейс какой-нибудь базы данных. Посмотрим на дизайн. То есть учил бы их понимать красоту айтишных решений. Чтобы они понимали, что Android это плохо, а iOS это хорошо. Что iPhone это качественный продукт, а Android это некачественный продукт. Ну, так я это ощущаю, я бы этому учил. Что это не все равно, какой продукт, не все равно, как организован интерфейс. Что бывают плохие программные продукты, плохие, и мы не должны так делать, а бывают хорошие. Думаю, что закрепив такие навыки у детей, можно будет дальше ожидать от них движения более плодотворного по карьере айтишника. Дальше. Что делать, если мой тимлид бравирует количеством своего перформанса? Ведь я вижу комплексити его кода около нуля. Количество перформанса. Интересная формулировка. Ну, вы должны понимать, что, как я вас много раз учил, что начальству виднее. Начальство лучше знает, как правильно. Вы не должны с ним спорить, с начальством. Вы не должны его критиковать. Вы не должны находить в нем недостатки. Вы не должны пытаться его исправить и изменить решение начальства. Вы должны либо подчиняться полностью, вот как сказали вам, так вы и делаете, либо саботировать. То есть визуально, на словах подчиняться, а в реальности делать то, что вам нужно. Но ни в коем случае не входить в какую-либо прямую конфронтацию с начальником. Это контрпродуктивно. Во-первых, потому что вы только получите конфликт и наживете себе врага. И второе, потому что очень может быть, что вы просто не видите всей картины. Вы просто не понимаете до конца, что происходит. Естественно, по объективным причинам, потому что до вас не доходит информация, она остается на его уровне. К вам спускается то, что вас касается, ваш фронт работы, ваш участок. И если вам принесли на ваш участок, не знаю, зеленую краску и сказали красить забор в зеленый цвет, а завтра сказали в желтый, и вы возмущаетесь, почему в желтый мы только вчера покрасили в зеленый, вы просто не понимаете, почему вам поменяли направление, почему теперь в желтый. Ну, потому что ситуация изменилась. И вы либо вы должны принять, это будет вообще идеально для вашего карьерного роста, вы должны принять и уверовать в то, что начальник не просто лучше знает, а он еще и лучше разбирается, и он еще и в правильном направлении вас ведет. Но если вы не можете преисполниться такой верой, то просто молча саботируйте. Вам сказали в зеленый, как в том анекдоте. Вы просто ни в какой не красьте, ни в желтый не красьте, ни в зеленый, понимая, что, как Жванецкий рассказывал, понимая, что через время дадут приказ всю краску сдирать. И вы, как опытный уже саботажник, вы знаете, что нужно просто подождать пару дней, дождаться нового приказа и все эти пару дней заниматься своими делами. Но пока вы молодой, вам хочется возмутиться, вам хочется сказать, что у вас тоже есть свое мнение, и вы знаете, как правильно. Только рушите себе карьеру. Возвращаясь к вашему вопросу, вы видите, что у него нулевой комплексити. То есть он пишет простенький код, ему приходится бравировать своими результатами перед вами. Вы уже поставили его в неправильное положение. Он почему-то вынужден перед вами что-то такое доказывать и показывать. Вы его подчиненный. Он ваш техлид. Он вообще вам не обязан ни в чем отчитываться. Он вообще должен сидеть в окно смотреть. Это не ваша задача его критиковать. У него есть свое начальство. Оно пускай смотрит на его комплексити, пускай оно его критикует. Если вы поставили его в такую ситуацию, в которой он вынужден перед вами как-то там бравировать, то это ваша вина. Вы разрушаете
субординацию. Вы помалкивать должны. Какое вам дело, какая у него комплексить? Это не ваше дело, он не ваш подчиненный. Но вы что-то там рот открыли в какой-то момент, вы там как-то там что-то сказали, он себя почувствовал неловко, и он начинает оправдываться. Следующий шаг, он вас уволит. Потому что вы являетесь для него нарушителем субординации, то есть человеком, который его мешает ему работать. Субординация – это самое главное, что может быть в коллективе или в коллективах. Что такое субординация? Это значит, что если вы подчиненный, а я начальник, значит, вы всегда дурак, а я всегда умный. Всегда, в любых ситуациях. Другого не может быть. Вы никогда не будет наоборот. Когда мы поменяемся местами, вы всегда будете умный, я всегда буду дурак. И у вас нет никакого права ни в коем случае не ставить это под сомнение. Даже если перед вами полный идиот, но это не важно. Как только вы эту субординацию начинаете ломать, виноваты вы, и расплачиваться будете вы. Вас будут увольнять, вас будут наказывать, с вами будут расправляться. Вы будете всегда объектом атаки. И так что два пути. Либо полностью подчиниться, либо саботировать, но молча. И вам это простится. Начальник понимает это. Он сам такой же. Он тоже так же себя ведет. Он тоже саботирует начальника, который над ним. Но делать это нужно с уважением. То есть всегда на митингах, на встречах вы тотально, полностью за. Сказали так, мы так и сделаем. Мы только этого и ждали. Нам именно вот это нужно. Как вы так угадали? Каждое ваше поручение это прям в точку. Все, ушли с митинга, занимайтесь своими делами. Можете все это проигнорировать, все, что вам рассказали. И они это поймут. Начальник это понимает, что вы половину или 90% указаний игнорируете, и хорошо. Что-то же вы сделаете. Главное не ломать иерархию. Дальше. Что делать, если я люблю программирование и с радостью занимаюсь личными проектами, но на работе не ценят качество кода, когда качество кода отвратительное, и это мешает мне работать и сильно разочаровывает. На работе качество кода такое, какое может создать организация в ее конфигурации. Вы же там не один работаете, там работают другие люди. Другие люди пишут, как они умеют писать. Все это вместе сложный коллектив, который совместно должен писать качественный код. А вы попробуйте, будучи не одним человеком, таким суперумным, с компьютером 1 на 1, который сидит дома, в пледе, с чашечкой чая и пишет красивый код. А вы возьмите и соберите группу из 5 человек. И сделайте так, чтобы эти 5 человек писали такой же качественный код, как вы пишете один с чашкой чая у камина. И не получится у вас. Даже при том, что вы возьмете этих всех 5 человек, найдете, выберете, проинтервьюируете, посадите всех вместе, проведете вместе тимбилдинг, договоритесь писать качественный код и посмотрите, что у вас получится через неделю. Мусор у вас получится. Сложно это сделать так, чтобы 5 человек в оркестре пели в унисон. Каждый из них поет прекрасно, каждый из них музыкант. Но соберите их вместе, и получится что? Какофония. Вот такая же какофония получается и в коде. И дело здесь не в этих людях, а в том, что сложно сделать кодинг второго уровня. Кодинг первого уровня – это вы напротив вашего редактора. А второй уровень требует совершенно других скиллов. Вы должны разобраться в менеджменте, в код-ревью, в системе проверки качества, в инструментах поощрения и наказания за качественный и некачественный код. А вы приходите и говорите: я пишу красиво, а они все плохие пишут плохо. Трудно сделать по-другому. Вы пытаетесь через менеджмент подходить. Не оставьте в покое код. Код – это уже результат работы команды. Они уже поют, как поют. Каждый в свою тональность. Получается каша. Разберитесь, как их... Станьте дирижером или посмотрите, кто дирижер. И подумайте, почему дирижируется неправильно. Почему не соединяется код в едином... У меня на это ушло, 20 лет моей жизни на то, чтобы придумать и почувствовать, как можно команду собрать в какой-то более-менее синхронный оркестр, который поет как-то одинаково. Это крайне непросто. И это не про кодинг. Они все качественные кодеры. Но ты берешь качественного кодера, вставляешь его в команду, и он через неделю начинает с тобой матом разговаривать.
Почему? Потому что что-то ему не подходит. Где-то он привык петь чуть выше, а где-то он привык петь чуть ниже, а мы его бьем по рукам, мы его наказываем, мы его не принимаем от него его код, мы не ревьюем, мы rejection он получает и там, и надо потом его еще удержать в этой команде. Нужно, чтобы он не уволился, не ушел, потому что мы-то знаем, что он один соло поет прекрасно, а с нами вот спеться не может. Сколько так людей потеряли? Много очень. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Но вот вы спрашиваете, что вас это разочаровывает. Пускай это не разочаровывает. Просто понимайте, что это сложная задача, более сложная, чем вы думали. И вас не должно это разочаровывать. Вы попали просто в оркестр талантливых музыкантов, но вместе они не спелись. Ищите, как бы их соединить, где слабые места, в чем они. Дальше. Вы говорите, что нужно быть специалистом в узкой области. Вы стали специалистом в области ООП. Что делать, если через 5-10 лет появится более совершенная парадигма и ваши знания будут не востребованы? Что делать? На пенсию идти? Ну или искать новые пути применения своих знаний, своих талантов в какой-то степени? Я думаю, что это жизнь такова. Но не вечно же сидеть на одной теме и почивать на лаврах. И я не думаю, что я такой прям спец в области ООП. Я по-прежнему учусь и открываю для себя много нового. Но если совсем поменяется, если вдруг станет понятно, что это тупиковая ветка, будем переучиваться заново, ходить в школу, ходить на курсы. Ну хорошо, если на это еще время останется жизненное, то замечательно. Ну а нет, так значит, вот это был мой вклад в интервале одной человеческой жизни. Дальше. Из чего в плане оборудования и ПО состоят ваши лекции для студентов? Да ничего, компьютер, камера, да и все. Дальше. Говорили, что любите Москву. Какой район нравится? Чистые пруды нравятся. Чистые пруды нравятся. Я там жил несколько лет, и мне очень там было комфортно. К сожалению, сейчас живу на Арбате, на старом, куда хуже район, значительно хуже и дороже по каким-то странным причинам, но все дороже. Аренда квартир дороже, кафе дороже, ну все дороже. Чистые пруды самый, мне кажется, приятный. Дальше. Что вы чувствуете, когда вас критикуют не по делу и слышать не хотят? Чувствую я в этот момент глубокое разочарование. Что я могу чувствовать? Что мы все чувствуем? То же самое, что и вы чувствуете. Слышать не хотят, критикуют не по делу. Это происходит ежедневно со мной. Почитайте комментарии к моим видео и к моим статьям на блоге и к моим книжкам. Постоянно критикуют. Я пытаюсь просто из этой критики вычленить что-то, что по делу. Услышать что-то, что мне подходит. Ну и все. А так-то... А что еще можно с этим сделать? Я же не могу закрыть рот каждому, кто критикует. И я пытаюсь себя убедить в том, чаще всего, что у человека, который критикует, есть здравое зерно в его критике. Просто задача моя заглушить свои эмоции и услышать, что там здравое есть. Ну, редко очень можно встретить человека, который просто одержим критикой, он сумасшедший, он пытается просто облить грязью, хотя это тоже бывает. Но это редкие случаи. Тогда просто улыбаешься и понимаешь, что с тобой не совсем вменяемый человек общается. Но это один случай из 10-20. Остальные это люди по делу. Ну, хотят по делу, просто не могут выразить правильно. Но что-то в них внутри есть, что важно. Дальше. Как не перестать развиваться с учетом появления искусственного интеллекта? Все больше и больше задач делегирую ИИ и перепроверяю за ним, но не хочется остаться за бортом индустрии. Я думаю, что если вы все больше и больше делегируете, и у вас получается принимать то, что делает ИИ, то стоит задуматься в ценности вас как таковой. Сегодня на Твиттере буквально написал там один, что я, мол, еду на работу и в машине говорю своему ИИ,
что сделать. То какой-то e-mail написать, то какой-то ответ там кому-то сочинить, то какой-то документ. И вот, мол, смотрите, как жизнь поменялась. Оказывается, это все может делать вот ИИ вместо меня. Я ему там ответил, что, видимо, то, чем ты занимаешься, твоя работа, она бестолковая. И то, что ее наконец-то смог заменить искусственный интеллект, это не заслуга искусственного интеллекта, это твой дефект, твой недостаток. Это ты, бестолочь, занимаешься тем, чем может заниматься робот. И наконец-то мы этого робота сделали. Так что ты особо не радуйся, что так все замечательно. Ты грусти о том, что ты ничего толкового и не делал раньше. Так вот и вы. У вас оказывается такая работа, которую можно поручить этой нейросети, она ее сделает, и вам только останется проверить. Ну, подумайте о саморазвитии. У меня так не получается в моем программировании. Я как ни стараюсь Claude-код использовать для написания кода, он не справляется. Он справляется только с микрозадачами, несложными. Типа почистить код, дописать новый юнит-тест, алгоритмик какой-то несложный сочинить. Но как только речь идет о каком-то более сложном кодописании, затрагивающем несколько файлов одновременно, все, он ерунду делает. Дальше. Если оценивать продуктивность программиста в написанных строчках кода, получается, ревью он делает бесплатно. Это ведь тоже работа. Да, все верно, мы оцениваем ревью отдельно. Конечно, оценивать строчки кода это хорошо, но это одна из метрик. Вторая метрика должна быть количество ревью, и мы даже обращали внимание и продолжаем обращать внимание на сложность, детализацию ревью. Одно дело вы ревью сделали с одним комментарием, другое дело вы оставили 3 десятка комментариев, пока делали ревью. Можно просто в количестве комментариев оценивать качество ревью. Немного спорная метрика, можно сказать, что будут накручивать и будут просто так писать комментарии, но опыт показывает, что не будут. Не такие нормальные программисты, они не склонны к читингу в таком виде и в таких бесстыжих формах. Обычный программист, он все-таки хочет кодить, а не накручивать метрики. Если человек ориентирован на накрутку метрик, то у него и кодить не получится. Он понакручивает, но больших результатов он не получит, команда быстро это увидит, и не обязательно даже наказывать его будет, но она не будет его поощрять за код, потому что кода у него не будет. Он будет сконцентрирован на накрутке метрик. Но реального продукта от него поступать не будет, тех самых строк кода, за которые мы платим. И он быстро выпадет из команды в силу того, что не сможет зарабатывать достаточно денег. Дальше. Как вы оцениваете порог входа в EOLang? Какие советы по изучению дали бы тем, кто только приступает к знакомству? Не просто туда войти, соглашусь. Есть некоторые даже ребята, которые с нами работают больше года и не могут сказать точно, что они до конца понимают, как компилятор работает, например, или даже тонкости языка, хотя нам кажется, там их не так много, но здесь проблема в том, что недостаточно пока литературы об этом, и недостаточно примеров, но мы работаем над этим. Но надо понимать, что язык, он сырой, он меняется, и в нем появляются новые фичи каждую неделю. Вот мы до сих пор еще не имеем стабильной версии, на которую можно было бы опереться и сказать, что вот так все работает. Так что порог входа высокий. Поэтому мы призываем не сразу входить в создание или доработку компилятора, а в сторонние проекты. Есть в нашей коллекции проектов много небольших репозиториев, в которых можно точечно применить свои знания, решая проблему, которая не касается всего проекта целиком. И вот скоуп этой проблемы будет понятен даже новичку. Напишите нам в группу EOLang.org в Телеграме, и мы вам таких задач набросаем достаточно много. Дальше. Хотел спросить, во сколько лет вы устроились на работу в Калифорнии, и как ваша карьера подвела вас к этому моменту? Я никогда не устраивался на работу в Калифорнии, я там не работал как сотрудник, я там помогал как консультант, участвовал в нескольких проектах, которые мне платили. То есть я был бизнесменом, я находил заказчиков, заказчики платили. Я и те, кто со мной работал тогда, мы делали для них продукты, проекты, разрабатывали, программировали. Но я не ходил на работу и не получал зарплату.
Так что я не знаю, как это. Я думаю, что это здорово в Калифорнии ходить на работу и получать зарплату, но я как-то не... Во-первых, это связано с визовой проблемой. Нужно же еще получить визу для этого. А это там целая история. В Америке это непросто. Ну, я не стал этим заморачиваться и в итоге не работал там. Дальше. Считаете ли вы себя нарциссом? Так, давайте этот вопрос оставим на конец. Попытаемся из него сделать что-нибудь философское. Спасибо за вопрос. Разверну его, попробую. Я не думаю, что вы хотели меня как-то обидеть, хотя сейчас это называется, это сейчас-то считается чем-то обидным, быть нарциссом. Ну, попробуем увидеть в вашем вопросе конструктив и развернуть. Дальше. Работаю сеньором, спрашивает Анна. Получаю фидбэк о том, что недостаточно активно. При этом занимаюсь проектированием и разработкой библиотек для разработчиков с нуля. Скажите, пожалуйста, чего от меня хотят? Недостаточно активно. Я думаю, что речь идет о социальной активности. Очень редко можно встретить такой комментарий от менеджмента в плоскости вашей кодинг-активности. Вряд ли бы вам сказали так, если бы от вас мало выходило бы продукта, вы бы мало закрывали тикетов и мало писали бы кода. Речь идет о участии в митингах, участии в встречах, в инициативности. Я был буквально недавно на прошлых выходных был такой IT-пикник, может быть, кто-то ходил не под Москвой, в Москве, в Коломенском. И там случайно зацепил один доклад, я услышал такую фразу, говорилось так, я не помню, кто докладчик был, говорилась такая мысль: вы, мол, получите карьерный рост, когда в вас начальник увидит инициативу. Начальник увидит, как вы хотите двигаться, как вы хотите шевелиться, как вы хотите решать проблемы, как вы хотите брать на себя ответственность, инициативу. Я думаю, об этом говорят вам. И я согласен с этой мыслью про инициативу, согласен. Она подходит для большинства коллективов. Для коллективов, в которых менеджмент слабый, менеджмент бестолковый, хаотичный и такой безвольный и не формализованный. То есть, когда начальник сам не понимает, чего ему делать. Он не знает, как вами управлять. Ему нужно, чтобы вы сами собой управляли, еще и демонстрировали ему это. Показывали, что вы собой управляете и готовы еще активнее это делать. Вот что от вас хотят. Чтобы вы выходили вперед и говорили: я завтра собираюсь сделать вот это. И начальник такой: слава богу, я могу расслабиться. Анна сама что-то там такое придумает. Ну и нужно это делать, потому что большинство начальников, оно такое. Оно не знает... Оно не берет на себя ответственность. Средний начальник, он сам трусливый, как я вам много раз говорил. Средний начальник, он трусливый и некомпетентный. Он не знает, чем вас загрузить, и он боится вас загружать. И боится не загружать, он всего боится. И некомпетентный, он не понимает, чем вы занимаетесь. Поэтому вы поможете ему, если выйдете вперед и станете поактивнее. Вот они чего от вас хотят. Шевелиться. Вы должны как будто бы быть на виду, больше говорить, больше писать текстов. Это, безусловно, отвратительно. Я бы этим не занимался. Но раз вы спрашиваете, вы не хотите оттуда увольняться, делайте вот это. Делайте вид. Не работайте, а делайте вид больше. Больше делайте вид, может быть, в ущерб работе, да, но этот ущерб не заметят. А вот то, что вы начнете ходить на все встречи и на всех митингах, давать бестолковые комментарии на любую реплику, супер, вы будете прям активным человеком. Дальше. После защиты диплома пригласили в среднюю компанию, но хочется попасть в большую компанию. Останавливают алгоритмы. Сейчас пытаюсь прокачать, но время поджимает. Что посоветуете? Посоветую прокачать, Никита. Хоть время и поджимает. Дальше. Нужна ли высшая математика программисту? Какая польза? Не знаю. Я не знаю, какая польза в высшей математике. Так что я бы сказал, не нужна. Но в меня сейчас будут лететь стрелы тех, кто любит математику. Если вам нравится, изучайте. Если вам не нравится, она вам не поможет в современном программировании.
Дальше. На работе есть вредный коллега, который публично постоянно критикует, настраивает начальство против. Как с таким человеком можно бороться? Ну, единственно правильно работающий способ – это, конечно, найти в нем слабое место и в эту точку бить. У вас должен быть какой-то компромат на него. У вас должно быть что-то, чего он боится. Вам нужно немного его изучить, понять, где его страхи, где его болевые точки. Что-то, может быть, сказать начальнику про него вы должны. Что-то вы должны иметь возможность. Вы должны атаковать навстречу. Это противно этим заниматься. Но это тот совет, который сработает, точно сработает. Но вы вместо программирования, вместо работы будете заниматься борьбой с этим токсичным парнем, который ведет себя вот так, как вы говорите, вредный. Но это токсично. Это человек, которому нравится делать другим плохо. Он получает удовольствие от того, что другому некомфортно, другому плохо. Есть такие люди. Они существуют, их не так много, но они есть. И они в каждом коллективе присутствуют. Это люди, которым в кайф доставлять дискомфорт окружающим. Есть люди, которым нравится доставлять комфорт, которые, это многие из нас такие, большинство, когда вам комфортно, нам комфортно, когда мы не мешаем другому. Не мешаем. Мы в коммуникациях, в работе, во всем. А этим людям наоборот, им по кайфу, когда они мешают. Лучше не стоять на его пути. Но если вы уже встали на его путь, если он уже вас выбрал в качестве жертвы для атаки, то вы должны бить навстречу. Но это первый путь. Второй, вы можете с ним подружиться. Вы можете с ним, это такой более опасный. Вы можете с ним войти в доверительный контакт, сказать: слушай, помоги мне вот с этим. То есть стать в позицию слабого, сыграть в слабого. Пускай он победит. Чтобы он чувствовал, что он захватил, наконец, над вами власть. Он, наконец, доминирует. Как это сделать? Попросить помощи. Он же в чем-то специалист. Подойдите к нему как-нибудь случайно. Может быть, не сразу навстречу, поскольку у вас сейчас конфликт. Но найдите какой-то момент, где как-то вы сможете быть в одной комнате с другими людьми. И как-то покажите, что в чем-то вы не разбираетесь. Пускай он вам поможет. Потом еще раз подойдите. В итоге у вас завяжется такой связка между вами появится, в которой он главный, а вы ведомый. И супер. Он успокоится, он вас больше жертвой не будет видеть. Он на кого-то другого переключится и будет там атаковать. Такой наверное, совет. И третий, наверное, способ. Можно его шутить, поднимать насмех, что ли. Все его нападки, все его эти истории пытаться выводить через юмор, выводить на такой формат, сделать из него клоуна, что ли. Сделать из него такого токсичного, но смешного. Раньше он был опасен, давайте мы теперь его будем все высмеивать. Но это еще более сложный путь, третий, по которому идти будет тяжеловато. Так. Но это тяжелая ситуация, неприятная. Она часто бывает в коллективах, и универсального средства нет. Просто понимайте, что вы имеете дело с таким дефективным человеком. Не воспринимайте это на свой счет, не считайте, что он вас задевает, не считайте. Это самое главное, чтобы вы внутри не переживали эту ситуацию, чтобы вы не спали спокойно, чтобы вы не просыпались с утра и не думали опять в этот офис идти с этим придурком встречаться. Просто понимайте, что находится в вашем коллективе больной человек. Болен он, у него определенная форма шизофрении. Представьте, что в вашем коллективе был бы человек, который, я не знаю, раз в день у него истерика. Он падает на пол, бьет кулаками по полу и кричит ваше имя. И ругается. Ваше имя и ругается. Как бы вы на это реагировали? Смотрели бы так с удивлением, старались бы его успокоить. Но вы бы не воспринимали это на свой счет, правильно? Но вы бы понимали, что он больной, у него приступы такие. Потом он успокаивается и опять садится работать. Но пока у него приступ, он вас ругает нецензурными словами на весь офис. Жаль его. Дальше. С чего проще начать контрибьютить в open source? Как искать проект и начать в нем разбираться?
Ну, ищите то, что вам нравится, то, что вы уже используете. Это должны быть продукты, которые вы в ними уже работаете. Вы же не просто никто, вы же программист, вот вы пришли на этот канал, слушаете меня. Вы, значит, кодер в каком-то смысле. Ну, вы же с чем-то работаете, с каким-то языком программирования. Вам все нравится в нем. Вам все нравится в библиотеках, которые вы используете. Ну, странно, если все нравится. Значит, вы просто еще джуниор, и вам рано еще куда-то контрибьютить. Но если вы хотя бы пару лет попрограммировали, вы наверняка уже нашли некоторые узкие моменты. Где-то что-то работает не идеально. Вот туда и контрибьюйте. Делайте идеально. Делайте свои модули или исправляйте существующие. Дальше. Как часто функционал, на который было потрачено много ресурсов, оказывается не нужен пользователю? Как избежать такой ситуации? Ну, никак не избежать. Так должно быть. Это часть нашей профессии. Мой опыт подсказывает, что всегда так будет в любой системе. Все системы софтверные живут по такой динамике, что ли, по такому паттерну поведения. Сначала они резко увеличиваются в размере, и у них появляется функционал, и внутренности, и архитектурные элементы избыточные. Это все попадает в продакшн, сталкивается с первой реакцией клиента, с первой реакцией пользователя. И потом начинает потихоньку сужаться. Начинаем мы отрезать от того, что мы сделали, лишние части и сокращать размер и функционала, и кода. И в итоге выходим на какую-то стабильную картину, стабильный образ нашего продукта, и он более-менее начинает... И потом начинаем потихоньку увеличивать опять функционал, добавляя уже то, что нам действительно нужно. Как сразу построить из нуля только в правильном функционале, только двигаясь путем добавления функций, которые точно нужны, я не представляю, чтобы это было возможно. Лучше добавляйте побольше сначала на первых этапах развития, а потом будьте готовы удалять. Дальше. Стоит ли ехать строить карьеру в Silicon Valley, если тебе уже за 30 и ты не студент? Я поехал в Silicon Valley, когда мне было 40. Вот вам ответ. Ну или как-то около 40. Да, наверное, стоит. Я не думаю, что вообще возраст должен вас как-то ограничивать. Я вам уже говорил, по-моему, в прошлый раз. Но представьте себе, что очень скоро жизнь человека будет продлеваться до 100, до 150, до 200 лет. Что такое ваши 30 по сравнению с 200, которые мы будем жить, ну, как обещают нам всякие Илоны Маски, через буквально 5-10 лет уже медицина научится нас делать бессмертными. Ну так что такое 30? Дальше. Так, про системных аналитиков мы уже обсуждали. Знаю ли я такую позицию? Да, нужны системные аналитики. Я только думаю, что Product Owner и системный аналитик это одно и то же. Я бы их соединил в одно название и, да, имел бы их. Так, дальше вопрос. Екатерина спрашивает. Вот у нас уже 2 девушки на канале. Обычно этого нет, поэтому я рад видеть вас. Есть коллега, постоянно задает одни и те же глупые вопросы, мешает в работе другим в целом. Лид ему намекнул, что ему пора, но он встал в позу и никуда не собирается. Что делать? Глупые вопросы. Ну, вы должны сделать так, чтобы в вашей команде было невозможно быть низкопродуктивным участником. Невозможно. Не потому, что вам не нравится человек, который задает вопросы, не потому, что тимлид решил, что ему уже пора, а потому, что в вашей команде просто не получится быть лоу-перформером. Ну, например, не будет денег. Или, например, не будут задачи человеку даваться интересные. Или, допустим, не будет к нему код-ревью приходить совсем. Он будет только кодить, а все остальные делают код-ревью. И это должно быть не решением человека какого-то, типа вашего менеджера или тимлида, а это должно быть в правилах команды закреплено. То есть сначала вам нужно придумать, как измерять перформанс человека. Потом вам нужно придумать, как перформанс человека влияет на определенные плюшки, которые он получает в процессе работы.
Вот и все. И дальше он отстранится, дальше это уже не ваше дело. Он сам поймет, что его низкая производительность приводит к уменьшению количества плюшек. Если же речь идет не о низкой производительности, а его просто персоналити, его, как сказать, его личностных качеств. Он, допустим, хороший программист, но он просто балбес на митингах, он ведет себя странно, да, он кодит хорошо, но на митингах начинает хихикать, я не знаю, там, ноги на стол класть, там, комментировать чужие прически. Ну, бывают люди такие, такие с социопатическим поведением. Ну, тогда это речь идет уже о том, что, в принципе, офисная работа – это такая история, где мы вынуждены все это терпеть. Если вы не хотите, чтобы такое было, то сделайте удаленную работу для всех. И не ходите в офис. Вот вы, Екатерина, вы же зачем-то приходите туда. Значит, вас заставляют приходить в офис. Остальные приходят. Ну, как заставляют. Вам нужно быть там в офисе. Ну, тогда терпите, что вы имеете дело с разными людьми. Один косой, другой кривой, третий псих, четвертый шизофреник, пятый еще какой-то. Ну вот такой коллектив имеет право существовать. И раз вы решили ходить в офис, раз вы решили проводить митинги, на которых нужно сидеть и задавать вопросы, то и человек при этом хорошо перформит, ну все, тогда тупик, терпите. Глупые они, не глупые, это часть вашей работы. Но думаю я, что у вас претензии не к глупости вопросов, а в принципе к человеку, к его низкой производительности. Так, дальше. Работаете ли вы над дикцией? Меня спрашивает Руслан. Как постоянно? Ну, бывает, да, могу какую-нибудь уезжа-ежата, ужа-ужата. Прочитать какую-нибудь, да, бывает. А что, плохая дикция? Я буду стараться четче говорить. Так, как вы сохраняете деньги? Инвестируете или все тратите? И так бывает. Не так много, чтобы было, чтобы инвестировать, так что... В западной системе ценностей, это следующий вопрос, программист – это ресурс. Какие метрики к ресурсу выдвигают средние менеджеры и топы? Я думаю, что в любой системе ценностей программист должен быть ресурсом. Это правильное, здоровое отношение к работе. Мы работаем не за любовь, мы работаем не за поглаживание, не за признание и одобрение. Мы работаем для того, чтобы принести пользу проекту. И то, насколько мы эту пользу принесли, должно быть оценено. И когда вы будете оценивать пользу, то, естественно, вы будете оценивать по объективным характеристикам, а не по тому, как любите вы этого человека или как он вам нравится. И это и есть оценка ресурса. И когда вы будете как менеджер собирать проект из компонентов, то вы выберете, какой ресурс вам нужно туда включить, сколько программистов. И это правильно. Если вас оценивают не как ресурс, вот это проблема. Если к вам относятся как к человеку, если к вам относятся как к личности на работе, то значит от вас утаивают истинное отношение. Потому что в реальности к вам относятся как к ресурсу, как ни крути, это бизнес. Они не могут по-другому. Но почему-то вам этого не говорят, почему-то от вас скрывают это. Значит, вам дают какую-то фальшивую ширму перед реальным, закрывающую реальность. Задумайтесь, зачем это делают. Может быть, вам недоплачивают как ресурсу. Может быть, вас пытаются удержать, но не как ресурс деньгами, а как ресурс, который глупый, который вам можно удержать рассказами о любви, рассказами о едином деле, рассказами о синергии трудовой и что-нибудь еще. Не слушайте это. Верьте тем менеджерам, которые говорят вам открыто. Ты, дорогой мой, ресурс. Вот отсюда работаешь до сюда. Денег получишь столько. Сделаешь меньше, получишь меньше. Сделаешь больше, получишь больше. Не сделаешь ты, сделает другой. Это здоровый, открытый, прямой диалог между начальником и подчиненным. Если на такой диалог с вами начальник готов идти, и вы готовы с ним коммуницировать навстречу так же открыто и говорить: мне нужно больше за этот интервал времени, за этот ресурс, который я вам отдаю, я стою столько, добавьте мне еще здесь вот столько, здесь я сделаю дополнительно, стоить это будет столько, и вы разговариваете как два взрослых человека, то держитесь за такую компанию, держитесь за такого начальника. Дальше.
Что думаете про синхронный и реактивный стэк? Думаю, что у каждого из них свое применение. У нас как-то был проект, в котором, как на мой взгляд, бестолково и неоправданно был выбран реактивный стэк везде и на все. И в итоге пострадали все от этого. Прошло какое-то время, и пришлось это все, как говорят, выпиливать и возвращаться на обычный синхронный стэк с большими потерями человека-часов. Под конкретную ситуацию асинхронность очень нужна и подходит, но ее все-таки меньше в основном, чем синхронности. Поэтому мне не нравится рантайм JavaScript. Не нравится, что у него все на колбеках. Мне кажется, что это излишне во многих случаях, и приходится использовать функции с этими sync суффиксами из Node.js, которые загрязняют код, делают его менее читаемым. Вот эти все await, синки, код становится такой менее понятный. И все потому, что навязана асинхронность. Слишком ее там много, она везде, где совершенно не обоснованно это. Дальше. Иди защищай Днепропетровскую область. Я только не понимаю, от кого защищать, с той или с той стороны защищать. Так бы я пошел бы, но... Дальше. Нравятся ли вам шахматы? Играете ли вы в них? Я играю в шахматы, но я всегда проигрываю, и мне как-то скучно становится, честно скажу. Я игры, компьютерные игры, шахматы, так, чтобы убить время, да. Если где-нибудь на природе, где мы целенаправленно убиваем время, потому что нужно отдохнуть, то я могу поиграть. Но так, чтобы играть с интересом, у меня не получается. Ни в шахматы, ни в покер, ни в компьютерные игры не тянет меня в эту сторону. Дальше. Работать в одной компании с любимой женщиной – это норм или стрём? Или плохая идея? Работать в одной компании с любимой женщиной. Скорее плохая идея, на мой взгляд. Хотя есть варианты. Думаю, что не очень хорошая идея. Вы для нее перестаете быть загадкой. Опять, видите, мы к женщинам возвращаемся под конец эфира. Всегда одна и та же тема. Вы перестаете быть для этой женщины загадкой. Она вас видит в разных ситуациях. Она вас меньше воспринимает как рыцаря на белом коне, которого ей хотелось бы в вас видеть. Она видит вас в ситуации рабочей, где вы не всегда выигрываете, не всегда вы главный, не всегда у вас получается победить, не всегда получается доказать свою точку зрения. Где-то нужно отступить, где-то проиграть, где-то за вашей спиной о чем-то говорят нехорошее. Она все это видит, и ее влечение к вам, ее интерес к вам, он будет снижаться. Так думаю. Могу ошибаться. Дальше. Попадались ли вам на собеседование накрутчики опыта? Если да, то как видите решение этой проблемы в найме? Ко мне в основном попадаются, не то что накрутчики опыта, но люди, которые преувеличивают свои способности в резюме. И это я считаю совершенно нормальным. Я не обижаюсь, не напрягаюсь. Я просто давно пришел к выводу, что нужно не собеседовать человека, читая его резюме, а отложить резюме в сторону и дать человеку реальную задачу из реального проекта и попросить ее сделать. И когда он ее сделает, то после этого мы будем обсуждать. Мы увидим все, пока он ее будет делать. Причем дать ему не задачу, которую он должен прямо здесь за компьютером решить, а дать ему наш бэклог и сказать: вот вам open source репозиторий, иди домой, выбери из этого бэклога одну задачу, а лучше 3. И пришли нам 3 pull request. Это то, чем ты будешь заниматься, когда попадешь к нам в команду. Вот мы тебе даем первую задачу, первый шаг. Потрать на нее 2 часа и выполни ее. Вместо того, чтобы рассказывать нам 2 часа о том, какой ты замечательный, и до этого еще 3 дня рисовать резюме. Мне не нужно это все. Дай мне свой GitHub аккаунт, я посмотрю, кто ты, кратко, и дальше выполни мне 2-3 pull реквеста. Я увижу, как ты оформляешь код, как ты его присылаешь, как ты доказываешь свою правоту, как ты проходишь код-ревью, как ты умеешь справляться с трудностями и с возражениями, которых будет много, поскольку мы обычно проверяем тщательно тот код, который приходит.
И если все это ты умеешь, то какая мне разница, что ты накрутил? Да хоть ты в 5 раз умножил свой опыт. Даже если у тебя год всего опыта, но ты смог сделать pull request, так ты нам подходишь. И мы тебе будем платить. Синьор ты или джуниор ты, какая разница? Мне эти все тайтлы не интересуют. Где ты раньше работал? В Google ты работал? Или ты у папы с мамой в гараже программировал веб-сайт для продажи запчастей? Какая разница, если ты смог к нам в репозитории прислать pull request? Но вот все эти танцы вокруг резюме и его значимости, и накрутки опыта, все это говорит лишь об одном – о безграмотности и некомпетентности нанимающей стороны. Либо у нанимающей стороны и задач-то нету. Им не нужно, чтобы вы пришли к ним и умели программировать. Им нужно, чтобы вы просто пришли к ним. И сидели в офисе, участвовали в митингах, участвовали в тимбилдингах, пили кофе, обсуждали кофе, ходили в офис, хорошо выглядели, улыбались, поддакивали начальству. Вот эти все функции им нужны. И, конечно, в этом случае они начинают вчитываться в резюме, что вы накрутили, какой у вас опыт, кто вас знает, где вы работали. Все это множество вопросов и возникают. Смотрите, значит, куда вы пришли. Если все это происходит, то вы должны понимать, чем вы там будете заниматься. Так, давайте еще пару вопросов и закончим. Дальше. Вы часто говорили, что в аутсорсе одна грязь, и ничего хорошего там быть не может в плане качества кодовой базы и процессов. Действительно ли это так? Я не говорил прямо грязь, если говорил, то я беру свои слова обратно, но надо понимать, что аутсорсеры это как наемники, это люди, которых нанимают на краткосрочно, и им наплевать на будущее или на судьбу того страны, того народа, который они защищают. Им все равно, им нужно отвоевать, получить деньги и уехать на свою родину. Так аутсорсеры, они не беспокоятся о продукте, и продукты у них разные постоянно, поэтому говорить о качестве кода не приходится. Вот в этом проблема. В постоянной смене продукта, который вы разрабатываете. Если, конечно, это аутсорс длинный, и вы разрабатываете 5 лет подряд один продукт, то это уже скорее не аутсорс, это больше такая аутстаффинг, может быть, интеграция вас в головной офис, просто платят вам через другую компанию. Тогда это не аутсорс. Аутсорс – это когда задача через месяц новая, и вы постоянно, как наемник, отрабатываете, воюете за разные армии. То за одну, то за другую, то в этой войне, то в этой, то в этой. Будет у вас желание действительно защищать какой-то народ и болеть его идеалами? Нет, конечно. Вы будете просто поскорее бы из этой войны сбежать и попасть на новую, опять получить деньги, опять на новую. Где там качество? Дальше. Как вы считаете, кто должен в команде решать конфликты технические, когда все на микросервисной архитектуре и довольно много команд? Так, это сложный вопрос, мы его в следующий раз обсудим. Так, давайте я сейчас выберу какой-нибудь один вопрос, и мы вернемся к нарциссу. Про политику немного. Что думаете о телеграм-посте Володина? Пост следующий. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать, каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а завтра совершит и другой подлый поступок. Тут надо... Тут вот вы родину с большой буквы пишете... Когда-то, да, родина писалась с большой буквы, но сейчас трудно сказать, где у кого родина. И судить, сказать, человека, например, меня, да, вот вы мне скажете, я вот тоже релокант. Я в Украине родился, я жил в Украине, у меня родители в Украине. И я бросил родителей и вот какое-то время в Америке жил, какое-то в Европе, какое-то вот сейчас в Москве. Я предал родину, да, но кто моя родина-то? Зеленский моя родина? Или кто моя родина? Или предыдущий президент это моя родина? Я вообще родился в другой стране. Я родился в СССР. И
все, кто выступал за распад, развал СССР, это так или иначе враги моей родины. Ну, как я могу быть привязан к родине, если она не всю жизнь со мной? И так у многих людей. И просто их вот пытаться их этим лозунгом «Родина это все для тебя», это слишком дорого продают эту концепцию. Она столько не стоит сейчас. Когда-то она стоила, да, когда все вместе в эту родину вкладывались и верили в то, что она одна, и она там, единая, неделима и так далее. Но сейчас ее разменяли уже на более мелкие монеты. И продать нам теперь концепцию Родины так дорого не получится. Мы не купим вот эту формулу, я ее не покупаю. Так, она мне не кажется валидной в текущих условиях. Так, наверное, я бы ответил. Хорошо было бы, если бы эта концепция вернулась, если бы ее ценность за следующие 20-30 лет вернулась на те уровни, на которых она когда-то была. Там, во время царя, во время большевиков, во время... у нас было два времени, да? Во время царя, и во времена царя, и во времена большевиков. И в то время Родина что-то значила. Почему? Потому что много было вложено в эту парадигму. И, конечно, можно было обвинить человека в том, что он что-то большое предал. Мы так сильно в тебя вкладывали, мы для тебя все, мы все твоя родина, а ты взял и сбежал во Францию, например, из России, и там в этой Франции программируешь на благо каких-то французов. Ты, конечно же, предатель. Ну а тут-то вот что в меня вложила конкретно Украина? Как много? Не так много, чтобы можно было меня обвинять в том, что я сбежал оттуда. Хотя что-то вложила, безусловно. Так. Ну все, друзья, давайте вернемся к вопросу о нарциссе и на этом закончим. Так, вопрос звучит так. Добрый вечер. Считаете ли вы себя нарциссом? Давайте для тех, кто не в курсе, нарцисс это, как я понимаю, это... некий психологический образ или диагноз, давайте так, психологический диагноз, поставленный человеку, который болезненно эгоцентричен, которому очень важно, чтобы на него обращали внимание, о нем говорили, о нем думали, и он думает, что многие так и делают. Ему кажется, что он центр, что его персона занимает сознание многих окружающих его людей. Это нарцисс. И если так не происходит, если он обнаруживает, что он не в центре внимания, если он обнаруживает, что ему уделяется недостаточно внимания, он разочаровывается и начинает страдать. Ему некомфортно, больно, чуть ли не до апатии и депрессии. Вот это нарцисс. Могу ли я отнести себя к такой категории? На в очень незначительной степени. Безусловно, что-то есть такое. Если бы я не был эгоцентричен в какой-то степени, я бы не выступал перед вами на камеру. Мне было бы это неинтересно. Во многом люди, которые публично выступают, получают удовольствие от внимания аудитории. Это было бы лицемерие, если бы я вам сказал, что я перед вами выступаю, потому что мне важно донести свои мысли, и я забочусь исключительно о том, чтобы знания попали в аудиторию. Это не совсем так. В большой степени это так, но есть еще и вторая сторона у этой медали. Я, как и многие спикеры, просто хочу внимания. Не то, что многие, все спикеры, все, кого вы видите на сцене, это люди, которым так или иначе нравится внимание аудитории. А это нарциссы. Плохо это или хорошо? Вопрос второй. Были ли бы у нас писатели, режиссеры и все остальные, если бы не было у них этого эгоцентризма, этого нарциссизма? Видимо, нет. Им было бы неинтересно выходить к вам и выступать. Он что-то для себя выучил, он что-то понял, как я, например. И я бы не писал книгу о тестировании. Потому что я для себя изучил, для меня этот вопрос стал понятен.
Зачем мне делиться с вами? Какой в этом смысл? Платят мне за нее немного, я на ней не зарабатываю и близко того, что могу зарабатывать просто программируя. Зачем тогда мне писать книгу? Вот вопрос. Ну, потому что нарцисс, потому что есть вопрос, хочется признания, хочется одобрения. Нарциссизм, да. Я это к чему все рассказываю? Это неплохо. Если, конечно, это в болезненных дозах нарциссизм, когда у вас только это, когда вы пишете книги, не имея что сказать по сути, и не имея о чем говорить, вы все равно лезете на сцену и все равно что-то говорите, уже никому не интересно, вы уже это сказали, уже все ушли, уже хватит, нам уже понятно, вы все это сказали, а он все равно продолжает, он с любым контентом он влезает на пьедестал, он пытается на каждой конференции засветиться, он пытается хоть что-нибудь рассказать. Это уже, конечно, болезненное проявление нарциссизма, вызывает только жалость. Но без него совсем тоже не получится. Я не буду писать книги, если вы не будете их читать, если вы не будете ставить лайки. Я не буду снимать этот контент, если вы не будете подписываться на мой канал и ставить лайки. Вот на этой мысли мы заканчиваем. Я вас благодарю. Увидимся через неделю в то же время в 6 по Москве